Spicy Genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим динамические наушники от компании LTCL стоимостью $55. И приходят наушники в очень небольшой коробке с реально красивым оформлением, где на лицевой части здесь изображена Wi-Fi, есть логотип компании, а также указано название этой модели Mira. А тут уже указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает динамический драйвер диаметром 10 мм. Чувствительность составляет 110 дБ, и они получили сопротивление 32 Ом, поэтому на раскачку эти наушники не сильно тяжелые, и любые современные ЦАП-усилители справляются с ними без каких-либо проблем. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники, набор силиконовых амбушюр, двухжильный кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 мм джек. Брелок с Wi-Fi, ну и инструкция по использованию наушников и гарантийная карточка. Наушники очень небольшие и легкие, выполнены полностью из темной смолы и, как по мне, имеют очень красивое оформление лицевой панели, где можно увидеть различные яркие переливающиеся кристаллы и название компании на обоих наушниках. А тут уже располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля и находится первое отверстие для компенсации, а второе отверстие располагается уже на внутренней части наушника, рядом со звуководом, который, кстати, очень небольшой по длине и оптимальный по ширине, имеет защитную металлическую сеточку и четко выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр. Ну и сидят в ушах эти наушники отлично, вообще никаких проблем при их использовании нет, так как они очень небольшие, выполнены анатомически правильно и обеспечивают хорошую звукоизоляцию и достаточно глубокую посадку. Использовать их можно как с комплектными амбушюрами, так и с любыми другими, что у вас есть. Да и комплектный кабель вполне неплох, и свою функцию он выполняет хорошо. Но приобрести динамические наушники LTCL Mira вы сможете прямо сейчас на AliExpress в официальном магазине компании Penon Audio, либо на их официальном сайте penonaudio.com. Ссылка на покупку этих наушников, понятное дело, будет как всегда в описании к этому обзору. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат динамические наушники LTCL Mira. Вот так выглядит график частотной характеристики, и эти наушники имеют усиление низких частот на 7 дБ с очень плавным переходом к области нижней середины, а акцент в области верхней середины идеально соответствует цели Harman 2019, да и высокие частоты тут очень даже хороши для наушников такого небольшого бюджета. Они не имеют здесь каких-то сильных провалов и резких подъемов, и лишь плавно уже затухают после 13 кГц, что абсолютно нормально. Ну а теперь давайте лучше обсудим звучание этих наушников более подробно. Уверен, ребята, вам всем очень интересно, как же они все-таки звучат. Низкие частоты в этих наушниках ощущаются как достаточно глубокие и уверенные с заметным акцентом на сабасе. И поверьте мне, здесь он не просто присутствует, а буквально формирует достаточно мощную звуковую основу, создавая насыщенный и выразительный фундамент. В электронных жанрах, где глубокие басовые партии играют ключевую роль, эти наушники прям отлично их передают с хорошей глубиной и размахом. Синтезированные басы в электронике и 808 басы в хип-хопе звучат прям внушительно, и их вибрации чувствуются буквально физически. Да, конечно, не так, как в наушниках с костным излучателем, но тем не менее вот такая особенность у этих наушников имеется. Но при этом мне нравится, что бас остается максимально контролируемым, не скатываясь в какую-то либо странную гулкость или размазанность своей подачи. Мидбас также проработан очень качественно, он плотный, упругий и обладает отличным панчем. Барабаны звучат четко, удары бочки не теряются на фоне других инструментов, а остаются максимально сфокусированными и выразительными в своей подаче. В живых же записях, особенно в роке, ударные установки передаются прям с хорошей такой атакой и хрустом, сохраняя ощущение натуральности и телесности. Бас-гитары же звучат более массивно, с хорошей читаемостью и насыщенной текстурой, что особенно радует в джазе и блюзе, где важна как раз таки вот эта именно детальность низкочастотных инструментов. Но важно отметить, что несмотря на довольно выраженные, пускай конечно и не уходящие в лютую бас
басхедность, низкие частоты, звук в целом тут остается очень сбалансированным. Бас не перетягивает лишнее внимание на себя, как в очень басхедных моделях, а наоборот, он очень гармонично вписывается в общую картину, создавая приятную вовлекающую подачу, которая точно будет уже многим по нраву. Но вот среднечастотный диапазон в этих наушниках обладает ярко выраженной энергетикой и динамикой. Вокал здесь звучит прям очень насыщенно, эмоционально, с хорошей передачей интонации и нюансов голоса. Мужские голоса в этих наушниках довольно плотные, весомые, с натуральной глубиной, а женские вот по своей подаче получились такие очень воздушные, прозрачные, немного легкие, но не резкие, что делает их звучание более комфортным даже в ярких и очень высоких регистрах. Ну а вот инструменты передаются с хорошей тембральной достоверностью и телесностью. Гитары обладают как заметной плотностью, так и насыщенностью, особенно в более перегруженных партиях, где важно, чтобы звук вот не превращался в какой-то странный, грязный или смазанный поток, или кашу, мягко говоря. Но вот в акустических композициях слышно довольно теплое послезвучие струн, что делает их звучание более естественным и тонально правильным. Да и клавишные, особенно рояли или синтезаторы, имеют достаточную насыщенность и текстурность, чтобы не теряться как-то на фоне остальных инструментов, но при этом они остаются очень комфортными, без излишней какой-то яркости или странных тембров. В общем, для динамического излучателя, ребята, тут все очень знакомо. И самое главное, что на слух звучит очень приятно. И как по мне, эти наушники просто удачно сочетают вот эту энергичность, динамику, драйв и правильную комфортность середины, что делает звучание очень выразительным, но при этом не утомляет даже на длительных сеансах прослушивания. Именно вот такой баланс особенно ценится в жанрах с акцентом на вокал, от современной поп-музыки до классики и джаза. Ну а вот высокие частоты в этих наушниках проработаны достаточно детально и технично, но без излишней агрессии. Это именно тот случай, когда верхний диапазон остается информативным, но при этом лишен какой-либо странной и неприятной резкости, что делает звучание приятным даже в сложных композициях с большим количеством верхних гармоник. Цимбалы и перкуссия звучат в этих наушниках довольно чисто и естественно без какой-то там лишней и неприятной сибилянтности. Да, некоторая звонкость у тарелок, конечно, имеется, но я бы сказал, она чуть сглажена, что делает звук комфортным и не вызывает усталости уже при длительном прослушивании. Ну а скрипки, флейты и другие высокочастотные инструменты передаются с хорошей разборчивостью, но без искусственного повышения их яркости, что вот очень важно, я считаю. Именно вот такая подача, как по мне, делает эти наушники очень универсальными. Они подойдут как для аналитичного прослушивания, так и для более расслабленного погружения в музыку, прослушивая абсолютно разные жанры, так как высокие частоты здесь остаются информативными и детальными, но при этом обладают легкой гладкостью, что придает звуку большую естественность и комфорт. Ну а звуковая сцена в этих наушниках буквально поражает своей широтой и глубиной, создавая ощущение пространства, которое можно буквально прочувствовать. Это не просто какая-то широкая сцена, где инструменты как бы наезжают друг на друга, а буквально целый звуковой ландшафт с четким разделением и глубиной. Ширина сцены у этих наушников вполне внушительная, как для наушников такого ценового сегмента. Инструменты располагаются на определенных участках, создавая ощущение, что звук как бы разворачивается в пространстве прямо перед вами. Особенно это заметно в композициях с несколькими слоями инструментов, например, в оркестровых или рок-камерных произведениях, где легко как раз таки улавливаются разные группы инструментов, которые уже расставлены по левой и правой стороне, как бы не перекрывая друг друга, но в то же время создавая полное такое насыщенное восприятие. А глубина звуковой сцены позволяет вам четко слышать отдельные элементы музыки, словно они располагаются по разным плоскостям. В сложных произведениях, например, в симфонической музыке или джазе, каждый инструмент можно вывести на первый план, при этом не теряя его общего контекста. Вокалы, как правило, немного выдвигаются вперед за счет усиления области верхней середины, а инструменты, такие как рояль или гитара, создают ощущение отступающих слоев звука, без излишнего какого-либо слияния. Да и с точки зрения локализации инструментов, эти наушники прям на высоте. Инструменты четко распределяются по пространству и хорошо различимы, даже если они играют в каком-то одном диапазоне. И в треках уже с большим наложением инструментов, например, в прогрессивном роке или джазе, каждый инструмент остается четко различимым, что позволяет вам лучше воспринимать тонкие аудиофильские нюансы. И важно отметить, что сцена в этих наушниках не выглядит какой-то искусственно расширенной или раздутой. Все пространство воспринимается естественно, что делает прослушивание, как по мне, более вовлекающим. Звуковая сцена здесь не наполнена звуком,
без необходимости, а создает буквально пространство для деталей, давая каждому инструменту место уже для проявления. И именно это делает, как по мне, музыку более живой и органичной, и, конечно, правильной. Ну а вывод у меня получился таков. Leti-Cell Mira — это редкий случай для динамических наушников, которые четко следуют цели Harman Target, но при этом не теряют натуральности звучания. Они предлагают нам глубокий, но контролируемый бас с хорошей текстурой, насыщенные и чистые средние частоты без каких-то провалов там или лишней яркости или агрессии, и совершенно не резкие и неутомительные высокие частоты с очень приятной и комфортной подачей. И именно такой баланс правильно реализованной музыкальности без перегибов обеспечивает и вовлечение в музыку, и техническую точность абсолютно любых композиций. И как по мне, эти наушники отлично подойдут тем, кто хочет получить максимально универсальный звук, который хорошо работает как с вокалом, так и с инструментальными партиями, а также радует чистой и очень естественной презентацией без каких-либо навязчивых пиков или завалов. Ну а ссылка на покупку этих наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.